Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео, оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Как завершится ваша ситуация? Как решится ваш вопрос и что будет дальше? Давайте с вами узнаем. Как же на самом деле решится ваша проблема или какая-то тема, которой вы занимались достаточно давно, или, может быть, о которой вы переживаете или которая вам буквально покоя не дает. Может быть, это и у кого-то из вас давний вопрос, который вы уже на все лады пытались решить, и вам нужно определиться, а вообще есть смысл это продолжать или нет. Вот какое будущее, да, мы с вами узнаем. Что же будет дальше? Какие перспективы? Давайте немножко поразмышляем вместе. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад, он общий. Он общие тенденции нам передает. Но если мы переложим нашу ситуацию, по крайней мере, попробуем, на ту метафору карт, которая выпадет, подсказки определенно будут. И я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И, конечно, первый вопрос, чтобы разобраться с какой-то ситуацией, вопросом, проблемой, это кто вы? Какую историю нам сегодня расскажут карты? И с чем связана ваша ситуация? А вот смотрите, как будто не хватает опыта в каком-то деле. Или вы себя сейчас чувствуете, словно экзамен жизни сдаете. А может быть, кто-то буквально сдает экзамен, получает сертификат или ждете получения документа. Ну вот по тройке пентаклей это всегда, с одной стороны, конечно, это работа в команде. Поэтому я могу допустить, в целом, может быть, это и не работа. А это уже сложившиеся какие-то отношения. Ну, пусть и под работе у кого-то, почему нет? А у кого-то сложившиеся отношения– это жизнь личная, у кого-то, может быть, это дружба. Но было именно, мы все-таки смотрим, кто вы, что в данный момент происходит. То есть какое-то взаимоотношение, ну, есть тот круг, с которыми вы общаетесь чаще, людей, да? Или есть, тем не менее, какая-то взаимная отдача в том эквиваленте или в недостаточном, мы пока сейчас об этом не говорим. Но как минимум есть две, может быть, ключевые персоны, третья– это вы сами. И вот как вы тут разберетесь, да, в этом треугольнике, это вы пытаетесь заранее предусмотреть. Может быть, создались отношения по работе такие, да, я допускаю третий лишний, а у кого-то это, в принципе, это какое-то новое начинание. Эта карта, она говорит о том, что мы что-то изучаем или ищем, ну, как способ решения нашей проблемы тоже, но с элементом новизны. А также я не исключаю, что у кого-то из вас раньше вы не могли решить какой-то вопрос, а вот теперь как раз у вас получается, ну, как знаете, либо второе дыхание приходит, либо законы поменялись, кстати, либо вышли подзаконные акты. Тут ведь какая-то явно есть конкретика, как будто бумага. Может быть, это вы получили какое-то известие, бумагу, и еще, ну, так зыбко непонятно, еще непонятно, к чему это приведет, как это будет развиваться. Вот этот момент перехода, когда, с одной стороны, есть то, что вам интересно, или есть, ну, где-то элемент вашей заинтересованности. Пусть это вообще какой-то третьего плана вопрос, но вам хочется просчитать вообще, стоит ли игра свеч. Или может ли это для меня означать что-то перспективное. Но вот это состояние пока, когда мы как на экзамене жизненном, а экзаменаторы, а вот тут их может быть очень много. Либо экзаменатор сама по себе жизнь, и у кого-то, кстати, может напоминать некоторое дежавю, какую-то историю, которая, ну, явно была. Или, может быть, если мы говорим вопрос или проблема, мы спросили, как разрешиться, значит, это тот вопрос, который вам знаком, у кого-то до боли знаком. Но вот теперь как будто новые обстоятельства дела или какой-то дополнительный, как я сказала, документ, или дополнительные лица, или какая-то вариация, короче говоря, пошла. Давайте посмотрим. И так или иначе, это будет увязано еще и с деньгами. Вот смотрите, кто-то ищет информацию или тему,
Каким образом осуществить, потому что вам надо куда-то отправиться и буквально совершить переезд. Может быть, у кого-то из вас нужно совершить переезд, не могу получить документы. Может быть, у кого-то и переезд, и одновременно тройка пентаклей – это нужно еще жилье в одном месте продать, а в другом месте купить. И вроде бы мы по восьмерке кубков, мы уже, вот ваше состояние, что вас отличает, мои дорогие, чтобы вы, это ведь по сути дела сигнификация, чтобы вы могли определиться, насколько это импонирует вам. По тройке кубков мы уже настроены на будущее. Все, уже как бы вы повернулись спиной к прошлому. Может быть, в этом прошлом и много того, что цепляет, дорого, мы об этом сейчас не говорим. Это уже решимость. Все, как будто последний аккорд сыгран. Либо есть в этом необходимость, либо есть, ну, как бы раскрыть ваши таланты. У кого-то будет так, вы или по работе вы что-то не можете в одной местности осуществить, и с этим будут связаны перемены. Тут уже этот выбор вами сделан, но есть еще какая-то составляющая, может быть, как документы самого разного плана или нерешенные финансовые вопросы. Кто вы? Что у вас прямо сейчас? Знаете, вот, наверное, я понимаю, что мы все разные, у каждого тут своя проблема, вопрос, а может быть, дилемма. А тем не менее, нам как будто 20-й старший аркан говорит, а это по судьбе. Ну вот вы должны были какой-то этап пройти, потом дойти вот именно до той точки, где вы сейчас находитесь, чтобы вот эти судьбоносные перемены состоялись. Вы тут можете что-то просчитывать, сомневаться, безусловно. А туда ли я пошла, да? Или на то ли я согласился? А не скружила ли мне голову, может быть, какая-то моя мечта, и насколько это можно переложить на реальность? У нас с реальностью все начинается, да? Но тут вот внутреннее состояние, когда вы уже просто не хотите больше, как прежде. И чего бы тут ни касалось. И хочешь или нет, а перемены-то у тебя будут. Ты уже подошел к этому порогу. И, может быть, прежние какие-то события. Ведь восьмерка кубков, она никогда не появляется из ниоткуда. Всегда этой карте, когда, если она есть в раскладах, присутствует, это метафора того состояния, к которому, может быть, долгое время, долгие годы мы шли. Мы уже до этого времени многократно что-то взвешивали, анализировали, переосмысливали. В итоге поняли, что, ну вот, как будто именно теперь мы готовы сделать следующий шаг. Вот именно решимость. И, наверное, первый шаг – это вот знаете, как повернуться спиной к прошлому. Вот ей-богу. Это даже и не шаг, наверное, да? Это одно движение, но очень осознанное. Кто вы и что прямо сейчас? О, как интересно. Явно наш расклад не будет таким простым. Тут необычные люди. Маг. И я часто говорю, магами не рождаются, магами становятся. Именно становятся. Потому что магом стать может тот человек, который прошел очень сложный путь. От полного какого-то где-то безысходности, множество недоразумений и, самое главное, внешних обстоятельств. Когда в тот период времени, когда для кого-то, да, допустим, были более такие, ну, благоприятные, что ли, условия, вот для вас как судьба уже где-то, может быть, начиная с юности, может быть, из детства, закаляла ваш характер. И знаете, ведь многие мне сейчас скажут, что, ну да, у нас у всех, да, что-то есть такое в детстве, что, ну, как камень преткновения. А ведь вы понимаете, в чем тут весь вопрос? Человек не озлобился. И мне хочется сказать, потому что лучше я, наверное, не обрисую эту карту, чем, ну, это мое личное видение. Есть такой у Всеволода Соловьева роман, два точнее, это «Дилогия», «Волхвы» и «Великий Розенкрейцер». Пример – это герой, который имеет прототип. Но мы говорим о «Дилогии», и Захарьев Овенов, так фамилия героя звучит, как он проходит вот это становление мага. И сколько, вот я рекомендую именно два романа прочитать, потому что в этом есть смысл, по крайней мере, даже если вы ни о чем раньше
подобном не думали, то, попав на мой расклад, вас как будто пытаются высшие силы настроить, а ты попробуй. Узнай о себе нечто большее. Может быть, ты себя еще не знаешь так хорошо, как должно. Это первое, на что наводит эта карта. Поэтому я не верю в магию, я вам честно скажу. Я более чем реалист. Потому что вся моя работа практика. Но все же по этой карте эта практика, она бывает разная. И то, что мы сегодня считаем магией, уже квантовая физика нам говорит, а это вовсе и не магия. То есть наука нам постепенно открывает на некоторые процессы мира, мироздания, природы. Такие новые уголки, о которых раньше мы бы отмахнулись и сказали, да, это вообще какая-то ерунда. А тем не менее, много есть таких древних текстов, где есть упоминания. Я не останавливаюсь на этом подробно. Почему я и так уже остановилась подробно? Потому что мне кто-то, ну, так вот написал, я не помню на каком из каналов, но мне написали, да нет, вы не правы, это именно вот эти люди рождаются, а не становятся, а вот другие никогда не могут ставить. Вы знаете, это бред, я вам точно говорю. Магами становятся именно те, кто поначалу наивный, доверчивый. Вот эти два качества, которые очень человеку тяжело переломать в рациональность. И он доверие переводит в интуицию, которая ему будет подсказывать четко, куда ему нужно или как нужно действовать, а как не нужно. А доверчивость он тоже переводит в рационализм. Как бы он принимает это к рассмотрению, но только к рассмотрению, потому что он в первую очередь себя должен научиться защищать по-новому. Ну, я остановилась, потому как я думаю, кому-то из вас, да важно это услышать, потому что, возможно, вы себя не знаете так хорошо, как должно. Идем дальше. Становление мага. Может быть, ваша жизнь, да, вот если мы говорим до вот этой отметки, нам ведь буквально 20-й старший аркан, как будто сразу поставил вот демаркационную линию, провел. Вот это то, что было до сих пор, до этого момента. Дальше продолжение следует, если мы сказали порог, да, вот этой карты есть порог. И вот это то, что уже теперь будет связано с будущим. И может быть вот это становление мага, вот когда желание, уже готовность отправиться, а дальше у нас идет рыцарь жезлов, и это говорит о том, что будь готов к неожиданностям. Ваша жизнь совсем скоро. Или вы столкнетесь, мои дорогие, вот и следующая карта старшего аркана подтверждает. У вас будут либо скорые какие-то новости, вы получите информацию, возможно, кто-то получит бумаги. Может быть, с тем, что вы даже услышите в средствах массовой информации, вы примете решение куда-то поехать или отправиться. Или для вас, для того, чтобы провести какие-то согласования, мелкие такие путешествия, переезды, которые по официальным лицам, по инстанциям, чиновникам вы будете что-то согласовывать, может быть, и узнавать, может быть, это будут юристы. Вы как будто будете пытаться продумать свою траекторию, понимая, что я сейчас сталкиваюсь с какой-то неопределенностью или с какой-то неожиданностью, но мне идти вперед придется, и впереди меня ждет не меньше этих неожиданностей, и старший аркан колесница это подтверждает, как все то, что я говорила, плюс к тому еще и говорит, будь готов к твоему успеху, но он к тебе придет не так просто, как ты думал или думала. Это карта скорости, это карта действительно переезда, это карта, когда мы должны быть мобильными, быстро собраться и действительно куда-то поехать, не отложить что-то на потом. Не оглядывайся назад, и по этой карте вам как будто совсем скоро придется отстраивать, оттачивать какие-то новые методы, может быть, профессионализма, может быть, методы взаимодействия с людьми, может быть, вообще изучать языки, потому что вот две карты, как и скорости, так и перемещений, и неожиданностей, неожиданной информации, неожиданных людей, неожиданных обстоятельств. Я бы хотела сказать, что на всякий случай, ну, надо держать, конечно, осанку на любых поворотах, а их явно будет много. И судя по этим двум картам, как будто много будет слепых поворотов. Водители знают это, когда поворачиваешь.
И ты загодя, ты не видишь, что тебя за этим поворотом ждет, но ты точно знаешь, что ты туда повернешь, ты туда точно направишься. Поэтому это всегда уже какая-то неожиданность. Ну, значит, у вас, мои дорогие, какая-то тренировка уже таки есть. Но тут ведь, понимаете, вписаться в этот поворот, вот это будет немаловажно. А также карта еще будет говорить о том, что перемены ты не отменишь. Вы, как понимаете, словно, может быть, от рождения, вы каждый раз оказывались в какой-то ситуации, которая многократно была сложная, и вас закалил характер, да, или закалила вашу стойкость, выдержку, какие-то множество ситуаций, из которых пусть вы выходили не всегда даже победителем, но вы уже прожили когда-то эти истории, и вас жизнь, ну, как нарепетировала, считайте, натренировала. У вас есть большой опыт за плечами, мои дорогие, понимаете? Но вот этот опыт это только как в виде ситуации оставить и одновременно вот как подсказки интуиции, куда не нужно, может быть, бежать впереди паровоза, где вот эту самую скорость нужно сбавить, потому что вам это будет помогать вот как раз на тех участках жизненного пути, когда эти слепые повороты и происходят. Поэтому сама по себе карта говорит, что именно в этом, то, что для кого-то это будет сложно и невозможно, а для тебя это нормальный порядок вещей или обычное развитие событий. Вот поэтому и маг, я говорю, ими не рождаются, ими становятся. Может быть, каждого из нас жизнь испытывает где-то на сложности, правда, начиная с детства. Ну, каждый в детстве хотя бы там рыдал где-то, да, или плакал от недопонимания или от того, что, ну, как-то несправедливо с нами отнеслись по отношению к нам или поступили, или не дали нам возможность быть понятым, высказаться, да, чтобы попытаться хотя бы объяснить, каков был наш ход мыслей. Нас это тоже ставило в тупики какие-то. Ну вот, видимо, если другой, знаете, поплакал и забыл, а потом подстроился под какую-то ситуацию, а вы вроде как, понимаете, как тот воин, который все равно шли вперед, и вот в итоге именно теперь вот вас готовила судьба к тому, что еще как будто, посмотрите, это словно в квадрате, какие-то неожиданности, перемены. И, возможно, вы сейчас смотрите видео, и вы даже не предполагаете. Мы-то с вами задали вопрос, как разрешится ваша ситуация. Да тут не одна ситуация. Тут вся жизнь ваша меняется. Как-то так. Хорошо. Так как разрешится такие ситуации? Или давайте сначала спросим, с чем связана ваша ситуация, вопрос, проблема? Как это видят карты? Конкретно с деньгами, с жильем, с возможностями. Десятка пентаклей по максимуму. Это все то, что составляет вопросы нашего благополучия. Немного забегая вперед для тех, кто будет читать вот эту дилогию, ведь, по сути дела, Захарьев Овинов, да, у него не было материальных особых средств, и начал он, да, и семья, будем говорить, где бонусы явно не ему доставались, но тем не менее путь мага таков, что как только мы перестаем биться, да, за металл, золотой имеется в виду, или как только мы перестаем, ну, где-то на первое место ставить слово «цена», а поставим ценности, вот что-то важное, именно это отличает мага, то как раз благополучие финансовое наступает. То есть тут есть какая-то идея, мои дорогие. Может быть, эта идея не деньги ради денег, а именно деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Так вот, заработать для того, чтобы осуществить свою мечту. И это у вас вполне реально, ведь я должна сказать. Хорошо, с чем еще связано? Ну, вот это то, что я перед этим сказала. По аркану Солнца – это выбор правильного направления. Это вот то направление, которое у мага, мои дорогие. Поэтому можем сразу сказать, что тут поставлены высокие цели, и тут явно сочетание возвышенного и земного. Да, где-то по карте Солнца проходит и наше эго. Может быть, вот это становление мага, когда в конце концов для начала вы как узнаете себя,
учитесь верить в собственные силы, в собственные возможности, что это вам не когда-то там показалось, а вы на самом деле это можете осуществить. Карта вам дает даже... О, да тут все серьезно. Тут действительно у кого-то непростая ситуация, и вот этот аркан мага, это мы боремся не только со своим эго, это мы со своими привычками. Аркан дьявола– это всегда зависимость и чья-то игра. Может быть, это и игра даже была чья-то, да, или пусть это буквально, как невидимые какие-то силы, которые со знаком минус, или мы говорим темные силы. Но, тем не менее, вверху у нас старший аркан 20, когда ангел трубит о возрождении. Какая-то прежняя история, которая вам как по судьбе, она прошла какой-то период, причем этот период определяли не вы, мои дорогие. Вот удивительно, я сказала, что я не верю ни в какую магию, и как нарочно мне карты показывают какую-то историю, которую невозможно объяснить словами. И вот согласитесь, да, мы сказали, вот 20-й старший аркан– это уже демаркационная линия, а дальше за этим идет будущее. И вот каково будущее или какова ваша ситуация, вот нам обрисовали, как будто вы таким образом шли в сторону своего как предназначение, как своей миссии. И вот это на сегодняшний день, если это как мы на пороге стоим, с одной стороны светлые силы или ангел, да, который наблюдает за вами, но у вас сейчас какой-то очень сложный на самом деле период жизни. Вы сейчас в зависимой ситуации. Может быть, это вот как мы по этим двум картам. Кому-то нужен и переезд, но нужно еще продать, а потом купить. Ну вот я пытаюсь переложить на реальность наших дней. Жилье именно. И тут нам десятка пентаклей, конкретно дом. И вот эта зависимость. Пока не продал, не могу купить. А может быть, вам нужно оформить какие-то документы. И пока вот они не оформлены, я как будто тоже никуда не могу идти, хотя я уже с чем-то определился. Явно. Либо вы зависите от обстоятельств, ну, которые складывались, к примеру, из участия третьих лиц, или каким-то образом законодательные акты, пока это подпишется, какой-то документ пока рассмотрится, вы тоже в зависимой ситуации, вы это ускорить никак не можете. И это всегда ведь зависимость. А у кого-то из вас, может быть, это и личная жизнь, страстная любовь, когда все взаимосвязано. И личная жизнь, и финансы, и одновременно какие-то важные бумаги согласования. И вам сейчас нужно принимать важные решения. Ведь 15-й аркан всегда говорит, не заиграйся, иначе игра переходит в опасность. Так вот, вам нужно выйти, может быть, кому-то из такого не только даже сложного положения, может быть, из щекотливого положения. Но вот, видимо, пока мы это пороговое состояние не менем, ну, мы словно скованы, как невидимыми цепями по рукам и ногам. Может быть, поэтому отчасти карта Солнца будет говорить, что свое условно эго нам придется причесывать. Это знаете, как льва в самом себе. Или вот эти наши добрые даже, может быть, мысли, но это ведь мы больше видим с позиции собственных желаний. А тут есть еще и какие-то обстоятельства. Мы не должны, самое главное, через свои желания попасть на чью-то удочку. В чем ваша проблема? Или что же сама по себе ситуация? Вы уже от нее устали, карта усталости. И если это касается отношений, устали оба. И если пусть это касается каких-то документов или еще, ну, других вопросов, которые так вот рационально связаны с составлением документов, бумаг, юриспруденцией, тогда тоже вторая сторона, как будто она тоже в зависимой ситуации. Правда? Посмотрите, здесь могут быть и у кого-то вопросы, связанные именно с судами. У вас как по судьбе дважды, ведь иногда карта кармы называется справедливость, но тут юстиция это называется. Две карты кармы, по сути дела, или судьбы. А все то, что и без этого выпало, как бы нам уже многократно подтвердили, что вы
даже если вам кажется много метаморфоз в вашей жизни, ну, как бы странным ни казалось, но ваша именно история судьбоносная, она как запланирована, как записана в небесных скрижалях, когда вам нужно именно такой путь пройти. Здесь должна быть восстановлена все равно справедливость. И поэтому нужно быть для начала честным с самим собой. Вот становление, опять же, мага. У вас, понимаете, вот э, как будто на одной чаше весов лежит зависимость, 15-й старший аркан, а на другой чаше весов у вас лежит усталость. И эта сейчас ситуация уравновешивается. Вам это помогает. Потому что вы уже устали от какой-то игры. Кто-то устал от какой-то зависимой ситуации. Может быть, даже это зависимая ситуация по финансам. Да, вам нужно это так решить. И после этого как-то провзаимодействовать очень правильно, чтобы, наконец, опять какая-то игра не повторилась. А может быть, это даже какая-то страстная любовь, чтобы не быть заложником вот этих чувств. Тут не просто зависимая ситуация, которая с учетом еще и семерки мечей говорит о том, что хитрость в отношении вас. И понятно, раз у нас карта мага, становление мага, как нам сказали, то маг, когда он действительно чувствует свои возможности, он видит, когда с ним играют, он не позволит себя втянуть вот в какую-то чужую игру, когда сам попадает под какую-то либо зависимость, либо, ну, как под какой-то угрозой находится. Или когда его кто-то хочет обмануть. Вот вам, мои дорогие, в чем ситуация? Почему все сложилось именно так, как сложилось? И теперь оно подходит к концу. Потому что вы прежде, вот как я говорила, были наивны и доверчивы. А вот теперь вы должны научиться распознавать чужую ложь, как будто чувствовать людей. Вам никто не придет и не скажет завтра: ты знаешь, вот я все, что тебе сейчас расскажу, я тебе вру, ты мне не верь. Правда, так не произойдет. И так никогда не будет. Но для вас как будто считывает собеседника до того момента, пока он открыл рот. Поэтому как будто это входит в программу становления мага. Ну, давайте мы перейдем к нашему основному вопросу. Так как же разрешится ваша ситуация? Как решится ваша проблема или ваш вопрос? Как решится или как разрешится? Какой-то период, посмотрите, слушайте интуицию, карта об этом говорит. Вам будет важно сохранять нейтралитет, какое-то эмоциональное равновесие, потому что совсем скоро вы окажетесь в той ситуации, когда вам и не вправо, и не влево. Обычно аркану Луна соответствует две башни. И одна с правой стороны, другая с левой стороны. Возле одной изображен, ну вот вспоминайте классические колоды Таро. Изображен волк, возле другой шакал. И между ними подсвечена дорожка такая лунного цвета, как будто куда же мы пойдем. И нам может показаться, что мы вот останавливаемся на этой тропинке и думаем, а нам направо или налево? Нам в правую башню или в левую? К волкам нам или шакалам? Да нам ни туда и не туда. Нам нужно незаметно, мимо, между. Вот пока у вас других вариантов нет. Вот как будто вам нужно между. И при этом, понимаете, слышать, как растет трава. Ну, я так могу предположить. Судя, потому что эта карта выпадает после семерки мечей, все, что я сказала. Научиться различать вранье, неправду. Вот это, как, знаете, ну, как учебное пособие или практически какой-то вариант из жизни вам скоро предложит судьба. Или это то, что вы сейчас как раз обдумываете, но не можете решить. А после этого добавится ложная информация. После этого вам каждый человек будет говорить, почему этого нельзя сделать или как это нужно сделать. Дальше вас как будто будет учить жизнь. Вот, ну, без обид. Две карты как раз о 1000 неопределенностей.
А пятерка жезлов – это информационный хаос. Это просто приготовьтесь, все-таки мы с вами смотрим, как решится ситуация и что будет дальше. Тут мы пока спрашиваем, как сама ситуация решится. Так вот, до того, как вы ее решите, это вам приходится пройти через эти пути. Как и ложная информация, когда нам говорит карта «доверяй», но перепроверяй. Но точно так же это могут быть люди, которые, знаете, как словно перчатку нам бросают и вызывают на словесную дуэль. Или просто те люди, которые утром вам пообещали, опять же, семерка мечей, а в обед о вас забыли, потому что у человека там что-то изменилось. Тут не просто доверять самому себе или самой себе учат как бы вот какие-то ваши жизненные ситуации, а как раз проходить по тонкому фарватеру, может быть, и бочком, не соскользнув в какие-то совершенно ненужные события, в ненужные обещания, или не пойти не той дорогой, не с тем человеком. Вот, кстати, как разрешится ваша ситуация. Но, видимо, даже вот как будто, представьте, включите ваше воображение, словно вы должны оказаться в этой лодочке. И пока вы дойдете среди сумрачного леса, ну, наверное, это как у Данте, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Поэтому какой-то сумрачный лес – это божественная комедия, да, Данте, так начинается. И неважно, какой возраст, мне сразу хочется сказать, понимаете, мои дорогие, тут вот придется еще вот по этому сумрачному лесу, и ваша дорожка – это та, которая освещает луна, или ваша интуиция. И на пути вам будут сталкиваться, вы с ними будете сталкиваться с какими-то людьми, с какими-то пустыми обещаниями, с той информацией, они, как, знаете, искушают. Или говорят, туда не ходи, иди сюда. Насколько пространство проверяет, насколько ты верен себе, и насколько ты себя как будто умеешь и сам сохранять научился. Но так и проходить, вот может быть даже по времени, пусть недолгий какой-то период, когда тысяча неопределенностей. И ведь карта Луна всегда говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. В конечном итоге вы добираетесь словно вот до этой лодочки, на которой вы совершите путешествие. Путешествие вам запланировано. Мы уже с вами об этом говорили. Или какой-то переезд. Но по этой карте идет изучение. Эта карта очень емкая. У кого-то это будет буквально изучение языков, у кого-то это будет изучение каких-то обретений новых навыков, чтобы можно было работать удаленно, работать из любой точки мира, как будто я буду перемещаться, да, и тем не менее вы чем-то будете продолжать заниматься. Может быть, это у кого-то работа с командировками или, в принципе, быть мобильным, потому что тут, ну, где-то эта карта, кстати, заслуженного успеха, но это не тот успех, который завтра, а мы еще мало того, что мы идем этот сложный путь, так нам еще и проплыть в это предстоит. То есть нам потребуется мужество, как разрешится ваша ситуация. Но карта сразу говорит, успех будет. Но, скорее всего, временные какие-то рамки, категории, они будут не такие, как вы это себе представляете. Как разрешится ваша ситуация, 13-й аркан? Она закончится, она разрешится. Это будет окончание. Но для кого-то из вас она завершится, когда вы, возможно, что-то освоите, или что-то выучите, или обретете какие-то навыки, или вы буквально куда-то поедете, или когда вы будете в каком-то месте, может быть, да, пока вы там окажетесь, вам придется предыдущих каких-то пунктов, мест пройти много, но однозначно это завершается. Вот этот маг, который понимает, что 13-й аркан – это трансформация. Очень символично, что аркан трансформации выпал как раз под картой мага. Это, знаете, когда вы за одну свою жизнь словно проживаете несколько. Это заканчивается жизненный этап. Но прежде чем вы достигнете берега, какой-то еще путь вам предстоит. А после этого уже это какое-то совершенно иная обстановка, иное качество жизни. Очень символично, что нулевой аркан, мои дорогие, выпадает. Это всегда карта, прообраз того, что мы уже как на, вот как раз на другом берегу. Это новый жизненный этап. Возможно, все с нуля.
Приходится опять же собрать волю, может быть, в кулак. И у нас здесь показан герой, который, ну, буквально смотрит в небеса. Но, по сути дела, наверное, это тоже где-то к магу относится. Ведь не случайно, обратите внимание. Это первый аркан, а это нулевой. И пока мы станем этим магом, нам приходится столкнуться как из тысячи неопределенностей, так и буквально пройти какую-то очень сложную ситуацию. Но вот теперь мы прошлое уже оставили в прошлом. И собака – это как символ Анубиса, и это древнеегипетский бог. И нам свидетельствует о том, что ты оставь все прошлое именно в прошлом, доверь Анубису, и он это прошлое будет стеречь. Но теперь тебе это прошлое может служить только опытом. Но если ты добавишь туда переживаний, то ты себе не поможешь. А вот если те ситуации, ведь тут, посмотрите, действительно становление мага, то есть какой-то очень сложный путь вам пришлось пройти. И вот тот вот богатый опыт, печальный, сложный, никуда не денешься. Вы бы, наверное, не прошли вам на сегодняшний день, если мы говорим здесь. Нам бы казалось, может быть, что то, что уже вами пережито, это достаточно сложно. А нам говорят, ведь тут нет. Тут ведь нужно именно еще какие-то нюансы, как будто не то, что решить, а тут нужно как испытания какие-то пройти. И от этого, вот это ж не просто, вот представьте, по сумрачному лесу. С одной стороны шакалы воют, а с другой волки. Какие-то башни темные, мрачные. А вы, может быть, и крадучись идете по этой дорожке света от Луны, потому что вы точно знаете, что вам туда. И один, без попутчиков. Пятерка жезлов о неожиданных персонажах, которые могут появиться в вашей жизни, но они не появляются для вашей помощи. Это появляются, скорее всего, вот такой своеобразный экзамен жизни, чтобы вы прошли. Насколько вы верны себе, насколько вы не предадите ни себя, ни свою мечту. И в конечном итоге вот этот успех будет. И, видимо, вот этот как символ лодочки, да, все-таки в конце концов, когда мы до нее доходим и доплываем до этого берега, у нас заканчивается как жизненная эпоха, и начинается совершенно что-то другое. Что еще за ситуация? Вот посмотрите, карта победителя. Победа будет. Нам уже где-то сказали даже, как решится ваша ситуация. У вас 2 шестерки. И это всегда победа. Но помним, что 6 – это вибрирующее число, так же, как и 9. И если мы перевернем, мы получаем число 9. И 9 – это число по нумерологии перемен, потому что следом, да, если мы берем числа, то у нас идет единица, как новый жизненный этап. Поэтому на вот эту победу, говорят, в любой момент может измениться. Поэтому твои позиции тебе нужно сохранять. Понимаете, вот тут у вас 2 каких-то победы. Сначала вы оказываетесь как на новом берегу, или сумеете что-то достичь, получить, осуществить, сделать, создать, мои дорогие, выучить, ну, не знаю, все тут возможно, но не так быстро, да, мы говорим. Дальше вот эта трансформация, жизнь с чистого листа и победа. Вот как разрешится ваша ситуация? По сути дела, нам уже сказали, хотя я спрашивала, что это из себя представляет, но тут так получилось емко каждая карта, что, я думаю, для кого-то из вас действительно подсказки есть, потому что вот вы перекладываете каждую карту на то, как вы ее чувствуете, насколько это отзывается в вашей душе сообразно тем делам и темам, которые вы задумали. Поэтому как разрешится ситуация? 2 победы, хоть и сложных. Тут одно, а потом второе. И если сначала какая-то история в вашей жизни напоминала путаницу или лабиринт, поэтому как будто и случается после определенного периода одна победа или вот этот заслуженный успех, да, как будто вы уже идете по направлению к нему, и потом и успех будет, и окончание того, что уже не имеет смысла, но и
После вот этой перезагрузки вас ждет еще одна победа. Может быть, вот эти победы на каком-то другом берегу. А что будет дальше? Давайте узнаем. Что же будет дальше? Праздник, мои дорогие. И очень интересно. Король жезлов, будет праздник. И какая-то персона. Харизматичный лидер. Вы знаете, харизматичный лидер, но если тут какие-то испытания, правда, проходят по части избавления от некоторых зависимостей, да, или пусть и зависимых ситуаций, зависимых людей. А здесь ведь это тоже зависимость отчасти. Когда нам говорят, делай так, не делай эдак. Харизматичный лидер не будет делать за вас, я всегда это говорю, но это тот, который дает команды. И мы можем подумать, что этот человек говорит правду, потому что архетипы, да и карты предусматривают то, что человек говорит, мы этому рады внимать. Нам хочется это слышать. Он нас подкупает какой-то, может быть, манерой общения. Или он нас чем-то подкупает, это точно. Ну вот, мои дорогие, поэтому, наверное, путь мага и непростой, потому что на всем пути мы постоянно встречаем какие-то соблазны. А это соблазны именно в конкретном лице, который может что-то обещать, но ничего делать не будет. И мы можем, может быть, после этого, что будет дальше. Как будто сюрпризы не заканчиваются. Если мы кому-то доверимся сверх всякой меры, а к этому будут предпосылки, словно испытание праздника. У вас будет какой-то радостный момент, пункт, может быть, это будут гости или будет какая-то компания, мои дорогие. Когда, может быть, это ваша победа, да, и праздник, когда мы можем и успокоиться после этой победы, да, и на этот огонек вашего праздника и ваших побед разного рода персоны прилетают, в том числе и те, которые на своей волне, которые выглядят как лидеры, но сами на самом деле за собой несут какие-то вам проблемы финансового плана или недопонимания. Вот вам это будет как следующая ступень, прежде чем у вас практически 21-й старший аркан. Нам говорят, прежде чем вы, вот еще что-то вам придется преодолеть. Вот, наверное, доверчивость, да, и наивность. Как мы с вами в самом начале сказали, она должна быть вами преодолена. Потому что научиться себя защищать – это основа мага. Когда он понимает, где нужно действовать, а где нужно отступить. И по аркану 21-му в итоге, видимо, это будет, я так думаю, что последний экзамен в жизни. А что потом, мне хочется сказать. Ну, вообще мир, когда сбываются наши мечты, так а что потом? Радость, какое-то предложение, может быть. Это карта вдохновения, хорошего настроения. Двойка мечей, тем не менее, говорит, видимо, сколько жизнь существует, вы будете много раз сталкиваться с ситуацией выбора. Но вы знаете, мы ведь каждый день сталкиваемся с ситуацией выбора. Но выбор делаем на автоматизме. А вам, мои дорогие, нужно каждый выбор сделать осмысленным, как у мага. Потому что 4 жезлов. Праздник после победы. Мир. Праздник после победы. Это что будет дальше? Но вот такой, видимо, непростой путь вам предстоит пройти. Ну, все, что нам показали карты, я надеюсь, какие-то подсказки, мои дорогие, они были, как для вас, как может разрешиться ваша ситуация, к чему быть готовым, да, если мы говорим. Самое же главное, если предупрежден, значит вооружен, значит где-то ты понимаешь, что ты уже силен, просто ты пока себя не знаешь так хорошо, как должно. И вам это, судя по всему, предстоит узнать. Но у вас все получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, душевные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Переходите по ссылкам и читайте мои публикации на моем сайте. Там есть и астрологические прогнозы, там есть и статьи по психологии. Выбирайте то, что откликается вам. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.